Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте я вам расскажу о ключевых аспектах успешного кролиководства. В своем предыдущем видеоролике я акцентировал внимание на то, что кролиководство – это очень серьезное занятие, и что стереотип, что кролики – это очень просто, и кролиководством можно заниматься по остаточному принципу, очень вредит кролиководству. Вообще считается, что кролиководство – это одна из самых сложных отраслей животноводства. Кролики – очень нежные существа. Сложностей в кролиководстве очень много, и поэтому кролики требуют много внимания и соответствующих знаний. Сегодня мы рассмотрим, что же надо для успешного занятия кролиководством и что является основой его успешности. Давайте сначала уточним некоторые моменты терминологии. Это поможет нам быстрее и проще разобраться в сложных вещах. Как говорится, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Итак, давайте рассмотрим, что мы имеем в виду при слове «промышленная технология выращивания кроликов». Да просто промышленная технология чего угодно. Давайте не будем искать смысл этого слова в словаре, а давайте обратимся за помощью к сложившимся стереотипам. То есть проанализируем, что первое приходит в голову, когда мы слышим это слово. Как правило, в сознании появляется следующее, что это какое-то очень большое производство, конвейер, где все автоматизировано, все элементы технологии передовые и очень продуманы, научно обоснованы, есть наличие высококвалифицированного персонала, соблюдены все нормативы и правила, что может случиться все что угодно, но система будет все равно устойчиво работать. Теперь давайте рассмотрим, что имеется в виду, когда мы слышим «любительское кролиководство». Давайте снова обратимся к стереотипам, так как именно они больше всего определяют наше поведение в жизни. Не бежим же мы открывать словарь в каждом отдельном случае. Итак, что же мы представляем, когда слышим эти слова? У очень многих людей сразу возникает ассоциация с какой-то второсортностью и несерьезностью. Ведь слово «любитель» в наших ассоциациях это что-то противоположное слову «профессионал». Поэтому логично так и напрашивается вывод, что кроликовод-любитель – это не профессионал, который не знает многих аспектов кролиководства. Ну, в принципе, ему это и простительно. Любитель же, что с него взять? Это очень ошибочный стереотип. Это утверждение в корне неверно. Ведь слово кроликовод-любитель указывает не на непрофессиональность, а на то, что человек, который занимается выращиванием кроликов в домашних приспособленных условиях, безгранично влюблен в это дело. То есть слово «любитель» здесь производное от слова «любить», а не противоположно слово «профессионал». Только фанатично влюбленный в кролиководство человек в современных условиях может успешно заниматься кролиководством. Правильно считать, что есть домашнее кролиководство, которым занимаются люди, которые любят это дело и которые с энтузиазмом им занимаются. И по большому счету промышленная технология выращивания кроликов от домашней технологии принципиально отличается только тем, что отсутствие больших денег в домашнем кролиководстве компенсируется трудом и горбом кроликовода. Да, на домашней кроликоферме нет большой механизации, но зато есть руки, вилы и, конечно же, большой энтузиазм. Но вот что есть общего между промышленным разведением кроликов и разведением кроликов в домашних условиях, в домашнем хозяйстве, так это багаж знаний и профессионализм. Кроликовод-любитель должен знать о кроликах не меньше, а зачастую даже больше, чем его коллега-кроликовод, который работает на очень большом промышленном комплексе. Более того, кроликовод-любитель в одном лице должен работать и за главного технолога, и за кормленца, и за разведенца, и за ветеринарного врача, и за... Ну, дальше придумайте сами, за кого еще он должен работать. Да, за кого только он не должен работать, чтобы получился результат. В том числе и за чернорабочего, то есть клетки чистить, навоз убирать. Конечно, без фанатизма здесь никак не обойтись. Но вся любовь и фанатизм к кроликам должны базироваться на знании биологии кроликов и на технологии их выращивания. На одном лишь фанатизме и любви кролиководство не построишь. Итак, как же стать настоящим успешным кролиководом и не провалить этот экзамен
в самом начале пути к этому титулу. И чтобы руки сразу не опустились. Так вот, знание – это основа. Но если попытаться все сразу выучить, то голова опухнет. Ну да и в голове будет каша от изобилия информации, а не полезные знания. А самое главное, что желаемого результата при таком подходе к делу не получится. Более того, зачастую он получается плачевным. Конечно, кроликовод должен всю жизнь учиться, чтобы быть конкурентным и получать максимально высокий результат. Но в самом начале деятельности главная задача кроликовода – это добиться того, чтобы кролики просто доживали до своих положенных кондиций. Учиться сейчас, с одной стороны, легко. Информации очень много. Это и книги, и статьи в интернете, и ролики на YouTube. Но не все так гладко в этом вопросе. Есть и проблемы. Книги по кролиководству во многом уже устарели. Как правило, большинство из них написаны еще в середине прошлого столетия. И очень много информации уже утратило свою актуальность. Что касается интернета, то здесь тоже не все так просто. В интернете тоже очень много некачественной, а то и просто бесполезной информации. Причем бесполезной информации иногда даже намного больше в разы, чем полезно. А иногда и очень много вредной информации просто. И если нет определенного уровня знаний, то можно только время потерять, а никакой полезности и не приобрести. Например, можно просматривать видео, а такого видео в интернете предостаточно, на тему о том, а надо ли вакцинировать кроликов. Но какие у кого могут быть здесь сомнения? Вакцинация – это неотъемлемый элемент технологии выращивания кроликов. И о чем тут дискутировать? Я даже и не знаю. Только время зря тратить, у которого у всех сейчас катастрофически не хватает. Так вот, есть ли выход из этой ситуации? Да, есть. Я сейчас расскажу вам, как это сделать. Итак, что же концептуально надо знать для успешного ведения кролиководства? Первое. Очень сильное желание заниматься этим делом. И отдавать себе отчет, что это очень серьезное занятие, которое требует полной самоотдачи. Второе. Понимание того, что кролик – это очень нежное животное и поэтому требует очень серьезного подхода. Вот эти два краеугольных пункта – это основа, которая дает уверенность, что у вас все получится. На этой основе базируются 3 ключевых момента успешного кролиководства. Первое. Создание такой среды обитания для кроликов, которая бы максимально приближалась к естественному. То есть, чтобы было тепло, сухо, хорошая вода и воздух, сбалансированные корма, комфортная температура и отсутствие сквозняков. При перечислении всех этих условий у меня почему-то сразу перед глазами детский садик возник. Но, увы, что поделаешь. Вот такие кролики требовательные зверьки. Второе. Создание системы лечебно-профилактических мероприятий. Кролики очень нежные существа, которые очень восприимчивы к различным заболеваниям. Они впитывают в себя болезни, как губка воду. И если параметры их содержания и кормления отклоняются от нормы, даже в очень незначительных пределах, даже небольшое отклонение от технологических нормативов выращивания, будь то нарушение кормления или ухудшение качества воздуха или влажности, если кролики содержатся в закрытых помещениях, ведет к снижению их иммунного статуса. И, как следствие, потом возникают различные заболевания. И, наконец, третье. Как вы думаете, что это? Думаю, что многие кролиководы, особенно не очень опытные, этот пункт недооценивают. Это дезинфекция. И хотя во всех учебниках о дезинфекции пишут где-то в конце и в нескольких абзацах, но я считаю, что дезинфекция – это стержневой элемент в технологии выращивания кроликов. Вы сейчас убедитесь в этом, и я постараюсь вам сейчас это доказать. Если вдруг в результате каких-то непредвиденных обстоятельств вы получите сбой в технологической системе, неважно на каком этапе будет этот сбой, то ли микроклимат где-то будет нарушен, то ли корм попался плохой, да мало ли что. Причин может быть много. И все они ведут к ослаблению иммунитета и, как следствие, к развитию какого-то заболевания. При таких моментах даже банальная микрофлора, то есть микрофлора, которая при обычных условиях является нормальной, может стать патогенной. И если в таком случае провести только
коррекцию факторов, которые вызвали то или иное нарушение или заболевание, то этого будет недостаточно. Например, если дача некачественного корма вызвала понос кроликов, то исправить ситуацию только тем, что вы дадите качественный корм и пролечите от поноса, будет недостаточно. Надо обязательно провести еще и дезинфекцию. Или на вашем хозяйстве, например, активизировался кокцидиоз, то просто пролечить от кокцидиоза и не сделать после этого дезинфекцию, это деньги и время на ветер. Проблема как была, так и останется. Надо обязательно сделать дезинфекцию. Более того, дезинфекция нужна не только для того, чтобы поставить жирную точку в решении проблемы, но и необходимо еще и постоянно выполнять систему профилактической дезинфекции. Для того, чтобы важность дезинфекции была более понятна и то, каким важным инструментом в руках кроликовода она является, давайте посмотрим на работу художника, который рисует карандашом. Если художник сделал ошибку и он что-то не так нарисовал, то он берет в руки ластик, то есть резинку для стирания, и все лишнее стирает. Вы можете себе представить работу художника, у которого нет ластика? Лично я нет. Хотя бывают уникумы, которые рисуют все сразу. Но это уже очень большие профессионалы. Вот точно таким же ластиком и является дезинфекция в руках кроликовода. Она помогает избавляться от допущенных ошибок. Дезинфекция для кроликовода даже более важна, чем ластик для художника. Ведь она не только помогает избавиться от допущенной ошибки, она еще и защищает от возникновения различных ошибок. Вот так незаметно, но логично мы подошли к выводу, что дезинфекция – это стержневой элемент в технологической карте выращивания кроликов. Дезинфекция – это технологическая операция. И понятно, что для того, чтобы ее качественно провести, надо, чтобы конструкция клеток позволяла это сделать. Очень важный момент, о котором следует помнить, что дезинфицируемая поверхность должна быть чистой, то есть она должна быть освобождена от грязи и от навоза. Поэтому дезинфекция, подчеркиваю, конструкция клеток должны рассматриваться в комплексе. Конструкция клеток и дезинфекция – это технологическая основа кролиководства. Если вы только решили заняться кролиководством, то начните этот процесс с выбора клеток. Тем более, что это самое дорогое и затратное дело. И если вдруг выяснится, что клетки технологически окажутся непригодными для дальнейшего использования, и их надо будет поменять, то сделать это будет очень непросто и очень дорого. Поэтому отнеситесь к этому тоже очень серьезно. Помните, что деньги – это очень важно, всегда важно. Но об экономии денег думайте только после того, как определитесь с технологичностью клетки. Выбрали клетку, вот тогда уже можно будет думать об экономии. Иначе вся ваша экономия пойдет, как говорят, коту под хвост. Клетки должны быть такими, чтобы кроме всех зоогенических параметров, как-то защита неблагоприятных факторов окружающей среды и прочих, их было удобно чистить, мыть и дезинфицировать. Если вы уже начали заниматься кролиководством и недооценили важность этих ключевых моментов или по какой-то причине это не сделали, то обязательно что-нибудь придумайте для того, чтобы этот вопрос в любом случае решить. Даже если у вас пока еще не было никаких неприятных эксцессов. Конечно, я понимаю, что это и время, и это денег стоит. Но если просто все пустить на самотек и на авось, то это намного дороже потом обойдется. Кролики потом будете выносить авоськами. Если кто помнит еще такое слово, не рискуйте, не надо. Это вопрос жизни и смерти кроликов. Если вы отладите в самом начале вопрос о дезинфекции, то остальные технологические моменты, даже если и будут какие-то небольшие ошибки, то вы их постепенно отладите. В крайнем случае, поначалу погибнет пара-тройка кроликов. Не без этого. Но если не отладить систему дезинфекции, то кролики рано или поздно все равно погибнут. И сколько бы вы потом ни начинали, то итог будет один. Все ваши попытки будут заканчиваться летальным исходом для кроликов. И все эти случаи потом, как правило, принято списывать на недоброкачественность вакцины. Хотя вакцина здесь может быть как раз и ни при чем. Еще момент, как показывает практика,
кролики очень часто гибнут по закону подлости. То есть, когда уже через месяц-другой их забивать надо, а их болезнь выкосит. Обидно, конечно. Поэтому, чтобы таких случаев не было или максимально свести их к минимуму, дезинфекция и конструкция клеток должны быть, как говорится, über alles. То есть превыше всего. В следующих видеороликах я остановлюсь на всех элементах технологии выращивания кроликов. В том числе подробно рассмотрим и дезинфекцию, и типы клеток, а также когда и какими препаратами лучше всего делать тоже дезинфекцию. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим кроликам и до новых встреч!